Женька практически уснул. Неделя выдалась тяжелой. Вечер, пятница, бокал красного вина, выпитый вместе с женой за ужином. Он, можно сказать, уже смотрел сон одним глазом, когда телефон, лежавший на тумбочке, громко известил о входящем сообщении. Женька выругался про себя. Сам же прибавил звук еще утром по максимуму. Ведь целый день ждал звонка из сервиса, когда наконец-то можно будет забрать машину после ремонта. Сам 3 раза набирал, а ему все сообщали: вот-вот сегодня перезвоним. Да так и не перезвонили. Как итог, трезвонящий на тумбе телефон. Женька протянул руку, картинка на экране расплылась перед глазами. Правильно жена говорит, пора бы сходить уже к окулисту. Женька моргнул еще несколько раз. Экран перед глазами вернулся на место. Непрочитанное сообщение. Кому, не спится? Непрочитанное оно было напротив аватарки Лены. Сердце вдруг начало жутко колотиться. Уши заложило. Сон. Да какой там сон? Все как рукой сняло. Он как можно тише вытащил ноги из-под одеяла. Жена спала. Сунул ноги в тапочки. «Ты куда?» Галя поднялась на локти и посмотрела вслед супругу. «Живот чего-то. Ну ты спи, спи». Женька прошмыгнул в туалет. Любимое некогда место для переписки. «Как дела?» Совершенно будничный, ни к чему не обязывающий вопрос. Вот только от кого? 4 года назад он познакомился с Леной. Красивая, молодая, просто шикарная женщина. И он почувствовал, что ради Лены Кора готов свернуть, бросить все и в омут с головой. С ней даже просто идти под руку по улице, и то было приятно. Никаких тебе вопросов, кто пойдет на родительское собрание или когда страховку по машине платить. Нет, все это оставалось дома, с Галей. А с Леной, с ней, кажется, было просто счастье. Его то самое, настоящее. Потом Галя, конечно, узнала. Был грандиозный скандал. Он собрал вещи и ушел к Лене. В конце концов, так и должно было быть. Ее подруги и родственники терроризировали Женю, как могли. Он всячески держал оборону. Да и любимая женщина была рядом, поддерживала. Через месяц все стихло. Женя наконец-то вздохнул с облегчением. Он проводил с Леной все время. Его переполняло счастье. Так хорошо, так радостно на душе. Птицы пели. А вот от Гали невесточки. Никак там его сыновья, что нового. Могла бы хоть пару строк написать. Женя несколько раз звонил детям. Старший Серега всегда обходился 2-3 фразами. «Все хорошо, новостей нет. Мне пора на тренировку с друзьями, в кино или еще куда-то. Пока, пап». А младший просто не брал трубку, сколько ему ни звони. Потом Женя увидел жену с сыном в гипермаркете. Его Лена отправила тогда одного за продуктами, а сама осталась дома. Галина и Серега выбирали продукты, смеялись. Женя стоял в сторонке и молча наблюдал. Они его не видели, а он не решался подойти. А через несколько дней Лена встретила его такими счастливыми глазами, в которых просто буквально плясали чертики, и протянула ему конверт. Женька распечатал его. Повестка в суд. «Развод. Я так рада, что ты наконец решился». Она обняла сзади и повисла на шее, пока он 3 раза читал одно и то же. 16 декабря в 12:40. Все ясно до предела. Ленка счастливая упорхнула на кухню наливать чай. Она, оказывается, даже торт купила по этому поводу. Вот только он ни на что не решался. Значит, Галина все решила сама. Во рту появился металлический привкус. Значит, на этом все. Он увидел Галю в зале суда. Такое воздушное платье, новое, синее, и очень шло, как будто посвежело и постройнело. Заседание закончилось быстро. Им дали пока месяц подумать. Тем более дети несовершеннолетние. Женя дождался жену у выхода из зала суда.
Предложил выпить кофе и все обсудить. И почему-то они говорили вовсе не о том, как Женька будет платить алименты и когда будет брать сыновей на выходные, а о том, как ели вместе курицу-гриль ночью на полу после работы в съемной квартире, потому что даже стола не было в том жилье, которое они могли себе позволить. И о том, как ездили в Грузию в свадебное путешествие, как там было круто, с каким жутким недовесом родился Сережа и как бились врачи за его жизнь. А теперь он вон, взрослый парень, пловец. Столько всего их связывало вместе, сколько всего они пережили. Женька положил свою руку на руку жены, а она не отдернула. Простились. Лена встречала шампанским. Узнала, что Галя заявление забирать не собиралась, разошлась еще больше, врубила музыку погромче и танцевала посреди комнаты. Женя смотрел на нее, а на душе скребли кошки. Галя не писала и не звонила. Через 3 дня он позвонил сам и предложил встретиться в выходной вдвоем. Она сказала, что сможет в другой день и в другое время. На выходные у нее планы. У Гали были планы на выходные, свои, без него. Женя молча проглотил информацию, согласился на удобный ей день. На встречу с женой купил букет цветов. Зачем, не знал даже сам. А она не пришла. Написала в последний момент, что не может, не получается. Извини, давай завтра в то же время. Даже причину писать не сочла нужным. Пришлось подарить цветы Лене, сказать, что просто так, без повода. На следующий день она пришла. Он снова купил цветы. Галя сказала спасибо и улыбнулась так тепло, так по-родному. И вот ее он собирался потерять. Они стали встречаться чаще. Про развод просто не говорили. Он дарил ей цветы и подарки. Потихоньку звонил и, конечно же, все это скрывал от Лены. Все больше и больше врал. Женя даже не представлял, что все может быть так. Этот роман так захватил его, и он уже не помнил, что он говорил Лене, что обещал, часто путал и забывал. А она смотрела на него с недоумением и не понимала, что не так. Начались какие-то бесконечные ссоры. Разве Лена могла так орать и обзывать его? Козлина, тварь, скотина бесчувственная. Лена даже не думала скупиться на оскорбление. А он-то думал, что соберет вещи, а она, наверное, тихо плачет на кровати, обняв коленки. Да ничего подобного. Щека все еще горела от залепленной ему пощечины. Лена несколько раз пыталась его колотить, но Женя тактично отстранял ее. Что, наигрался? Да, надоела куколка? К жене захотел? В окно полетели 2 свитера, которые он не успел положить в сумку. Надоело? Да, надоело. А как она жить будет с тобой? Как будет жрать с тобой за одним столом? Ты же предал ее. Женя уже обувался в коридоре и открыл дверь. В спину что-то ударило жесткое. Он обернулся. Рулон бумажных полотенец валялся на лестничной площадке. Лена с грохотом закрыла дверь. А Галя, как ни в чем не бывало, пришла на следующее заседание суда и сказала, что решение своего не поменяла. Женя не стал ждать ее из зала суда. Долго звонил в родную дверь, никто не открывал. Видимо, не дома. Тогда, может быть, ужин приготовить? Мелькнула шальная мысль. Сделать, так сказать, сюрприз? Ключ к замку не подошел. Галя предусмотрительно сменила личинку. Несколько раз звонил, она трубку не взяла. Вечером все же удалось дозвониться до жены, рассказать все про Лену и попросить встречи. Встретились через день. Галя была занята. Новость про Лену встретила совершенно буднично. Никаких тебе радостных возгласов, ну или хоть какого-то блеска в глазах. Женя то лелеяла надежду, что будет нечто подобное. «Ура, муж вернулся!» «Ага, сейчас». Галя лишь сказала, что это его выбор и его решение. В конце концов, это его жизнь. Так как было, уже не будет. Ее вполне устраивают редкие свидания, и больше ей ничего не нужно. Заявление из суда забирать она не намерена. Бесспорно, сочувствует, что ему негде жить, но это следствие принятых им решений. Поэтому кого винить? Ключ ему никто не даст.
Будет решение о разделе имущества по суду, вот тогда и будет видно. Такого поворота он, конечно, не ожидал. Потом была съемная комната на первом этаже у старушки. Оказалось, что не так уж хорошо он зарабатывал. Гостиница была доступным удовольствием лишь на короткий срок. И все-таки развод, по результату которого он остался с машиной, гаражом и участком. Можно было все продать и купить хоть какое-то жилье. Но Женя, несмотря на все события, все еще верил в возможность вернуться назад. На то, чтобы вновь по-настоящему завоевать жену и вновь позвать замуж, ушло больше года. Чтобы сыновья стали общаться, еще дольше. И вот, когда все наконец-то вернулось на круги своя, это сообщение от Лены, практически ночью. И он сидит один, закрывшись в туалете, склонившись над этим экраном. Судя по тому, как затекли ноги, наверное, уже давно сидит. Вспоминает он. Просто забыл совсем маленькое, но важное дело – заблокировать контакт, а потом удалить номер из записной книжки. Вот и все. Он вернулся в спальню и залез под теплое одеяло. Давно пора спать. Наши ошибки слишком дорого нам обходятся, чтобы совершать их повторно. Дорогие друзья, спасибо за время, проведенное со мной. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всегда рада видеть вас в новых видео.